Это Илья. Поговорим про покорителей Эвереста. Когда я видел или слышал в СМИ новость о том, как некие люди покоряли в кавычках Эверест, я невольно задумывался о том, зачем они это делали и продолжали делать. Вот и сегодня наткнулся на статью в интернете, которая называлась «Пять невероятных историй о смертях на Эвересте». Вообще, учитывая специфику такого названия статьи, можно вполне справедливо сделать вывод о том, что цель тех людей, которые туда вскарабкивались, достигнута. У меня после подобных рассказов про покорение Эвереста возникает только одно желание, чтобы люди закрыли все зоопарки и цирки с представителями других видов. Все зоопарки и цирки, которые только существуют в мире. Потому как цирк человеческий со вскарабкивающимися на Эверест двуногими представителями животного мира – это нечто более впечатляющее. Тем более, что представители нечеловеческих видов не будут страдать, сидя за решетками, построенными двуногими существами. Вообще, каким должен быть уровень мышления подобных индивидов, чтобы карабкаться на некую гору, о которой ты ничего не знаешь, или, скорее всего, никогда уже не узнаешь, потому что оттуда не спустишься на собственных ногах? Или это такое весьма странное желание славы? Мне вот, например, абсолютно безразлична новость о том, что кто-то куда-то взобрался. Как вообще связано отсутствие чувства самосохранения с жаждой известности? Разве среди людей можно стать известным, просто взобравшись непонятно куда и, самое главное, непонятно зачем? Хотя это и неудивительно, если представители человеческого вида сажают за решетки представителей других видов или заставляют их делать в цирках то, что противоестественно для них. В этом случае взбирающиеся на Эверест хотя бы не доставляют проблем другим. Вообще, почему человек думает, что он станет известным только потому, что заберется на какую-то гору? Будто бы есть вот некая аудитория, жаждущая услышать новость об очередном забравшемся на Эверест, и после этого возвеличивать его имя только потому, что тот взобрался на Эверест. И почему они думают, что могут стать известными, если уже до них были люди, таки вскарабкавшиеся на эту детскую горку? Почему потребитель, подобно информационной мути, должен думать о вскарабкавшемся на Эверест как о каком-то герое? Ведь подобный акт заползания на горку похож скорее на отсутствие чувства сохранения и желание, выражаясь на интернет-сленге, хайпануть, пусть даже будучи в мумифицированном виде, да? Но даже это не является гарантией хайпа, ведь, скорее всего, о мумифицированном забудут еще даже не узнав его имени. Просто ему будет суждено пополнить список очередных мумий, усеявших эту гору. Весьма идиотская забава. Но каждый имеет право на свой собственный идиотизм, но зачастую даже идиотизм оказывается неоригинальным и только вскрывает идиотскую сущность человека.